Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Лилит или черная луна с Венерой в соединении 28 июня. И надо сказать, что Венера находится в знаке Льва с 4 июня. И замечательный для всех нас аспект сделать для себя что-то очень важно, хорошее, нужное, доброе, светлое. Но несколько раз, как минимум два, присоединяется Лилит. Так вот, 28 июня это первая такая точка, будем говорить, когда, ну, может быть, какие-то как кармические темы, уроки выходят на первый план. Это то, что под словом кармический, что я понимаю. Это какая-то ситуация, которая тянется длительное время, как раз может выйти на авансцену или тайное стать явным. А будет еще и второй раз Лилит присоединяться в конце июля. И первый и второй период, то есть июньский и июльский, это не есть какая-то конкретная одна дата. Это период, который может дней на 10 растянуться за несколько дней до и после этого периода. И что такое Лилит? Ведь это даже не планета, это математический подсчет, это пункт, точка наиболее удаленной орбиты Луны. Но подмечено уже давно, таким или иным образом она оказывает на нас влияние, когда входит в какое-то, ну вот, математическое или по своей траектории в какое-то соотношение с планетами. Так вот, в данном случае это будет с Венерой. А в июле это будет с Солнцем. Как раз это произойдет, когда будет Солнце входить в знак Льва. И Лилит или черная луна, вот эта активность, она будет в разы усилена. В итоге, кому интересно, можете зайти во вкладку сообщества. Там я оставила ссылку на статью на своем сайте. Можете почитать, как это по сферам жизни вообще проигрывается. Но Лилит — это зазеркалье на сегодняшний день. Может быть, завтра наука что-то и откроет из разряда иррационального. На сегодняшний мы только признаем, что да, есть какое-то вот такое воздействие непонятное, необъяснимое. Но, тем не менее, желание разобраться с чем-то может, знаете, перейти в какой-то посыл и сыграть нам, ну, плохую службу, наверное. Поэтому будем готовы как и к неожиданным поворотам событий, так и где-то к нашим импульсам. Если мы даже, надо тоже принять во внимание, ну, достаточно хладнокровно, взвешенно умеем оценить обстановку рационально, то люди нас окружают разные. И особенно тяжело будет, наверное, тем людям, которые психика неустойчивая, то есть по-разному могут люди себя вести, неадекватно, иногда и так. Поэтому какую-то агрессию мы не должны провоцировать. Этот момент тоже нужно принять во внимание. У кого-то, даже если мы говорим деловая сфера, да, ведь в деловых отношениях это тоже может проиграться. Как, например, общаясь с руководителем, мы ведь не знаем, что там у руководителя или у коллег в душе. Там ведь тоже есть какая-то своя точка, когда словно накипело. И тоже могут где-то не сдержаться, пойти в разнос. И вот все вот это не должно помешать тому, что мы долгое время, может быть, отстраивали, или к чему мы шли, какой-то проект готовили. То есть вот этот импульс внутренний, наше какое-то внутреннее зазеркалье, которое рвется наружу, мы где-то в себе должны правильно остановить, может быть, погасить, чтобы на завтра сказать себе спасибо, вполне вероятно. Нужно сказать еще и такой момент, что люди из прошлого могут тоже появляться. Отчасти это можно отнести к кармическим урокам или каким-то урокам прошлого, значит, какую-то ситуацию мы точно должны прояснить. Ну, давайте узнаем, что думают карты. Не всегда прогнозы астрологические совпадают с картами Таро. Да и карты Таро не всегда совпадают с реалиями. Но я надеюсь, какой-то пазл вам, может быть, помогут решить или сложить, увидеть альтернативно какую-то ситуацию, обстановку. Мы достанем две карты. Это у нас будет сфера финансов и отношений. Но первую мы достанем оценка ситуации в целом для вас, Водолей, как видит карты Таро. И сфера отношений, не только личная жизнь. У кого-то ведь и в личной жизни может тоже проиграться. И финансы. Венера — это как раз вот эти две сферы,
за которой она, ну, там много чего есть, и есть и наша самореализация, я уже не буду перечислять, но мы возьмем две, и каковы неожиданности в этот период. Каково продолжение или чем это все закончится, что для нас это будет означать или возможности. Давайте тоже узнаем. И что нам будет помогать? Отношения и финансы. Итак, откроем. Паж мечей. По пажу мечей это интеллектуал, который готов учиться всему новому, который открыт миру и видит рационально то, что происходит. Он не готов одевать розовые очки. Также он и не готов со знаком минус впадать в какие-то крайности вообще в принципе. Сам по себе рационализм и умелое восприятие мира. Работа с информацией, безусловно. И это карта истины, отчасти правды, когда мы сами можем какую-то информацию искать. Мы хотим докопаться буквально до какой-то правды или понимать, что происходит на самом деле. Это в любом варианте может проиграться по отношениям. Есть и еще также значение, что, может быть, вопросы, связанные с детьми, даже с детьми, ну, достаточно взрослыми. А что у нас по финансам? Игра с деньгами или карта альтернативных вариантов развития событий, легкости на подъем. Карта спонтанности, спонтанности как нашего маршрута, когда мы можем куда-то отправиться. Или обстоятельства сложатся таким образом, когда нам будет необходимо это сделать, деньги мы не тратим, и как будто мы обойдемся двумя пентаклями, ну это так, иносказательно, то есть какие-то траты, те, которые обычные, не идет речь о каких-то серьезных покупках, по крайней мере, в этот период. Прицениваться, прицеливаться великолепно. Оценить правильно обстановку, но карта нам сама по себе говорит, ничто так не постоянно, как перемены, поэтому деньги нам понадобятся, поэтому мы их сейчас немножко придерживаем, но они определенно будут, а вот новые возможности, как новое взаимодействие с миром, это имеется в виду какие-то люди, пусть нам выпадает на финансы, но где-то ж мы финансы зарабатываем, значит, правильное на выстраивание отношений мы чему-то не должны помешать, понимаете? И воспользоваться, может быть, даже периодом этим, когда откроются какие-то новые возможности. Давайте откроем неожиданности. Карта справедливости, правда, умение видеть по факту и сохранять внутренний баланс, равновесие, вот весы держит наша справедливость. Есть у нее в другой руке и меч. Вполне вероятно, мы от чего-то рационально откажемся. Чаще всего это какой-то балласт, который нам просто мешает двигаться вперед. Но спокойное восприятие того, что происходит вокруг нас, это первое. И второй момент, это все-таки могут быть, когда выпадает эта карта, столкновения с представителями власти. Или, может быть, у кого-то это как, ну, себя где-то поберечь, не нарушать закон. И я часто говорю, когда выпадает карта справедливость, что мы даже улицу переходим в том месте, где положено, не где всегда. Даже в минимальном каком-то значении не нарушаем закон. В итоге, когда мы следуем букве закона, нас закон как будто охраняет. Для кого-то это может означать, правда, может быть, есть у вас какие-то судебные слушания, и тогда мы должны словно изучить, может быть, закон, или подстраховаться, как закон работает в отношении нас со знаком плюс, и изучить, обратившись к помощи юристов или адвокатов, тоже прояснить какую-то обстановку. У кого-то может проиграться так, в неожиданностях. Но все же рационализм и умение видеть, что на самом деле происходит. Правильно оценить, может быть, свои какие-то позиции, ну и соотнести с тем, что мы хотим осуществить. Давайте посмотрим в неожиданностях по финансам. Десятка мечей. Могла быть какая-то минусовая ситуация именно с деньгами, но это то состояние по десятке мечей, которое нас словно приковало. Мы не могли буквально, может быть, осуществить какой-то проект. Или по этой карте могут встать на паузу какие-то наши финансовые вообще, может быть, направления.
Или у кого-то может проиграться заблокированный счет, например, или какие-то проблемы с картой, например, электронной. Ну, так вот, если на земном нашем уровне. Или какие-то операции межбанковские. Это то состояние, когда мы чего-то не можем в данный момент времени осуществить. Но это от нас где-то не зависит. По десятке мечей, с одной стороны, мы закрываем дверь в прошлое, основное значение. И здесь может быть вполне вероятно основной-то карта первая, точнее, у нас выпала как раз игра с деньгами. Может быть, нам хотят сказать, что невозможность получить какую-то сумму по тем обстоятельствам, которые от вас не зависят. И вас это где-то может подтолкнуть как раз к тому, что вы начнете или задумаетесь о том, чтобы, допустим, перевести получение денег в какую-то иную форму. Или мы можем столкнуться, может быть, с какими-то, ну, неожиданностями, которые тоже нас подтолкнут к каким-то альтернативным решениям. Мы как будто легки на подъем, мы уже готовы что-то менять. И правда, карта нам сказала, будут перемены. Значит, вот эту ситуацию вы как будто будете изменять. Вот какую-то патовую, с чем-то. Наверняка вы захотите проститься и для того, чтобы чувствовать себя наиболее ресурсным. У кого-то это может проиграться буквально. Вы вкладывались в какого-то человека, и какая-то история подходит к концу. Мы можем вообще, в принципе, пересмотреть свои доходы и расходы. И отказаться тоже от чего-то. А у кого-то еще какая-то ситуация, которая будет означать, словно я не хочу тратить больше, я закрываю какие-то свои расходы, или я отказываюсь, может быть, от каких-то своих планов или какие-то прежние мои траты. У кого-то как закрыть кредит, может и так проиграться. Давайте посмотрим перспективы все же, правда? И по отношениям, ну, пока какая-то неразбериха, пятерка жезлов, вот очень хорошо карта изображает, как будто нет как таковой драки, потасовки, но размахивание жезлами как будто присутствует. Я называю информационный хаос эту карту именно потому, что чаще всего она проигрывается по Меркурию, когда идет разрозненная информация. Утром одна, в обед другая, вечером пришла третья, отменила две предыдущих. Сориентироваться практически невозможно. И вот нам говорят, будет вот такая разрозненная какая-то информация, приходите к вам. И нам важно будет сохранять душевное равновесие и во что-то не ввязаться. Потому что люди могут так на нас воздействовать, чтобы мы приняли их точку зрения или мы с чем-то согласились. Вообще это режим своеобразной многозадачности, и где-то нам скучать некогда будет, это точно. Но сказать, что мы принимаем как раз чью-то позицию или на что-то соглашаемся, я бы сказала однозначно нет. Умелая работа с информацией на будущее нам как будто предстоит. И тут, знаете, с учетом карты справедливости, правда, тут важно знать какое-то свое одно направление. И по пятерке жезлов у нас иногда тайное как раз становится явным. Кто-то проболтался. Но это не значит, что мы принимаем это на 100% какой-то веры. Мы должны это перепроверить, как-то соотнести, может быть, с законом. Вот эта разрозненность информационная, она не должна нас сбить с пути истинного, мои дорогие водолеи. Ну, правда, есть вот все три карты где-то как раз, если соединить смысл, они об этом и говорят. А что у нас по финансам? А здесь у нас карта апатии, то есть какой-то момент, когда ситуация нас прежняя точно не устраивает, и она так или иначе будет сопряжена с деньгами. И наша задача увидеть новые возможности. Значит, от каких-то правильных действий или, мои дорогие водолеи, может быть, бездействий на какой-то период времени, очень короткий, когда мы не приняли ни одну, ни вторую сторону, ни третью, а увидели рационально какую-то ситуацию и где-то на своей волне продолжаем то, что мы, ну, наметили. И при этом какие-то новости оцениваем тоже так вот холодно. И самое главное, чтобы не допустить чего-то, что нам осложнит жизнь. Для кого-то из вас это будет просто означать усталость. Вот как от этой турбулентности, от каких-то непонятностей и от быстро меняющихся событий. И поэтому самое главное увидеть все-таки возможности.
Какова бы ни была вокруг вас обстановка, возможности определенно будут, но мы буквально из-за усталости можем что-то прошляпить. Поэтому будьте внимательны. Это на перспективу, это не теперь. Что нам помогает? Но деньги будут, нам говорят. Может быть, ваша сильная позиция – это карта эгоиста. Это личная наша карта, когда мы остаемся где-то на своей волне, когда мы не тратим деньги. И самое главное, мы не подвергаем себя никакому риску. Правда, по взаимоотношениям здесь придется как вот умение видеть, что есть в действительности, так и сохранять свои позиции. Все то, что заработано нелегким трудом, или буквально то, к чему вы долгое время шли, то, что вы хотели реализовать, оно не должно пошатнуться из-за какой-то неразберихи или даже из-за... Мы не должны рисковать собой, все-таки у нас справедливость. И вот когда мы больше настроены на самосохранение, это нам точно помогает. Помогает как и себя сохранить, и буквально финансы. И, кстати, девятка по нумерологии нам говорят, это преддверие перемен. В последующем еще что-то будет меняться. То есть несколько каких-то этапов за короткий период времени. То есть не будет какая-то статичная информация, понимаете? Вот, наверное, почему и начинается с пажа мечей, когда мы говорим ясность. Вот эту ясность надо сразу принять и словно не колебаться вправо-влево, понимать, что есть в рациональном каком-то варианте, что существует фактически. Не кто что думает, говорит или хотел бы, по пятерке ведь жезлов такое есть, нами могут пытаться манипулировать. Поэтому хладнокровие и выдержка для нас на взаимоотношения определенно потребуется, и нам это помогает. Наши позиции, вот если мы поставим какую-то свою конкретику, что мы себе не должны навредить, вот тогда нам ничего не страшно. Посмотрите, как здорово. 9 и 10. И по финансам как будто в перспективу. Это карта счастья, это карта вообще баланса по всем сферам жизни. И по финансам в том числе. У кого-то, если был какой-либо переезд в плане, значит, вы осуществите. Если была какая-то тема в вашей личной жизни, все-таки у нас здесь семья показана, или вы тоже какой-то проект, может быть, себе запланировали вашей семьей, вы, скорее всего, тоже, или покупку, вы это осуществите. Или нам помогает буквально ваши близкие, поддерживают где-то вас, приободряют. Или наш теплый уютный дом. Посмотрите, у нас как раз 9 и 10. Что-то очень хорошее, доброе, светлое нам помогает, мои дорогие. Мы не должны собой рисковать. Вот от начала до конца. Вот что-то хорошее есть, и мы в любом номинале, что бы это ни было. Я понимаю, у каждого своя сейчас обстановка, но центр собственных интересов, центр собственного благополучия никаким образом не должен быть подвергнут риску, так и ваша где-то репутация. Ваши планы, проекты, они должны обязательно осуществиться. Больше мы на самосохранение. Может быть и правда для кого-то бездействие где-то, хотя карта предполагает, что будут перемены и есть какая-то спонтанность. И я даже могу предположить, что ведь здесь может быть именно переезд какой-то спонтанный. Ну, значит, для кого-то это проиграется. Мы сами себя сохраняем. Вот все то, что я сказала, это правда. Мы не включаемся в вопросы, которые связаны, они кому-то нужны. Мы взаимодействуем с людьми, но не случайно нам показан герой, которого даже голова перевязана. То есть первое, мы не должны повторить какие-то ошибки. И если есть вот этот самый кармический урок, мы, значит, его должны каким-то образом разрешить, завершить, чтобы не было каких-то повторений. Но по девятке жезлов, вообще в герметической колоде Таро эта карта называется Великой Мощи. То есть мы-то как раз наиболее с потенциалом, мы сильны, но включаемся лишь мы в те вопросы, которые для нас, первое, могут означать какую-то опасность, и тогда от наших действий будет зависеть наше благополучие. И есть те вопросы, которые интересны кому-то, и мы в это не включаемся. И опять же видим, что есть по факту, и сохраняем центр своих интересов. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.